Добрый день! Хочу сделать обзор и тест часов ProTrek. Начинаем вот с такого прекрасного места. Вот это самая нижняя точка города. Вот часы ProTrek. И они сейчас показывают 497 метров над уровнем моря. В зависимости от давления. И иногда они показывают, по-моему, 440. И вот сейчас у нас давление поднялось, и высоту вот показывает чуть-чуть больше. Но вершина Машука у нас 993 метра над уровнем моря. Мы начинаем вот с такого места, очень красивого, река Подкумок. И проедемся на гору Машук и посмотрим, насколько будут часы ProTrek говорить правильные показания. Я их не настраивал, как в этом году был на море, часов у меня еще не было. И вот сейчас хочу протестировать, насколько они будут без настройки от уровня моря, покажут нам на вершине, насколько они солгут. Оставайтесь, видео будет очень интересно, не только познавательным по поводу часов ProTrek, но и будут показаны очень красивые места. По пути на Машук мы будем останавливаться в различных местах и контролировать нашу высоту. Сейчас мы находимся в парке Цветник. И сейчас мы посмотрим, сколько показывает наш альтиметр. Наш альтиметр уже показывает 530 метров. И вот график, видите, начал подниматься вверх. Рядом показывает, что мы делаем движение вверх. Мы сейчас поднимемся на китайскую беседку. Она считается 557 метров над уровнем моря. И вот первый более-менее какой-то результат точности альтиметра мы уже увидим. В парке Цветник есть солнечные часы. Показывает на 2 часа день. Вот, день. 2 часа сейчас. Поняла? Вот так вот можно ориентироваться. Показывают 2 часа. И наши часы показывают без 10 2. Вот такие солнечные часики в парке Цветник. Мы сейчас на горе Горячая. Вот здесь вот такой треножик, который объявляет, что здесь 557 метров над уровнем моря. Мы начинали свой путь от Подкумка. Вот тут внизу мост. Это мост через Подкумок. И сейчас наш альтиметр показывает 580. Разница в 23 метра показывает выше. Но когда пасмурно, давление меньше, он показывает меньше. Это вот значит, что при хорошей погоде, когда высокое давление, он слегка ошибается. Вот видите, доводит свои показания. Прям при вас получилось 583 метра. А мы находимся вот на китайской беседке. А свой путь будем продолжать вот на гору Машук. Сейчас находимся на Елизаветинской галерее. Вот такой вид открывается на город Пятигорск. И будем подниматься на Эолову арфу. В свое время Эолова арфа пела от ветра. Дул ветер, и она издавала звук, приятную мелодию. Сломалась в 90-х, эта система сломалась, никто ее не восстановил, и поставили просто электрическую. Сейчас мы находимся на Эоловой арфе. Сейчас даже не играет электрическая музыка. Вот мы были на Елизаветинской галерее. А вот там у нас
китайская беседка, где мы были, и там показывалось 580 метров. Где мы ее сейчас найдем? Вот она. И сейчас посмотрим, сколько показывает у нас альтиметр. На иоловой арфе показывает 638 метров. А мы сейчас отправимся на гору Машук. Вон она, наша гора. В путь о любви. До Машука вот видна антенна, вышка. Осталось совсем немного. Отсюда открывается прекрасный вид. Ну, не на нее, хотя и она может чуть-чуть прекрасно. А на гору Биштау. Биштау 1400 с копейками, точно не помню. Вот такой красивый вид отсюда у нас открывается. И наша высота на этой точке составляет 690 метров. А вот, обновилась. Я подъехал. 709 метров. Обновилась высота. График подъема, вот он у нас идет вверх. Ну все, отправляемся на вершину. Следующая остановка у нас будет на вершине Машука. Посмотрим, какая там высота. А оттуда уже спустимся к провалу, к знаменитому провалу. Посмотрим, сколько он над уровнем моря. И снимем маленький обзор нашего знаменитого провала с Остапом Бендером, рядом стоящим и продающим билетики. Вот знаменитая вышка. Мы находимся на горе Машук. Гору мы уже Машук вам показать не можем, но можем показать остальные горы Кавказских минеральных вод. А вон та круглая была змейка. Вон та змейка, смотри. Развалка была на шапочке. И вот такие показания показывает наш альтиметр. 1011 метров. А настоящая официальная высота 993 метра. Получается, расхождение не такое уж и большое. Мы, правда, чуть-чуть спустились вниз. Можно, вот дорожка идет вверх. Чуть-чуть выше поднимемся, показания изменятся. Ну, несущественно. Что я хочу сказать?
По итогу, в принципе, без выставления от нулевой точки, альтиметр работает, на мой взгляд, очень неплохо. Особенно если вы не профессиональный скалолаз и не надо вам покорять там Эльбрус или Эверест. В принципе, показания достойные, слегка отличаются от реальных. Но в следующем году, если получится и попаду на Черное море, хочу выставить его окончательно в хорошее положение. Вот на таком электротранспорте мы поднялись с сыном. Электровелосипед, трек с электромотором кареточным Бафанг. И вот такой китайский скутер, двухмоторник. Очень мощный, но для гор одномоторный здесь не подходит. Тут только подходит два мотора. Еще хотим спуститься с вами к провалу, показать вам провал, показать там, какое расстояние над уровнем моря. И все, и попрощаемся. Гору Машук поднимает канатная дорога. Вот сейчас выходят пассажиры. Поднимает снизу. Длина канатной дороги, не помню сколько метров. А здесь вот указатели городов. Можно повесить, заказать табличку, по-моему, не очень дорого. Может, кто-то из вас увидит свой любимый город и ваши земляки были здесь и повесили свою табличку. И их все снимать не буду, их вот много. Когда-то их было 3 штучки, но потом это стало популярным. И стало много-много столбиков. И вот наш провал. Иконы. Провал. Потому что вон там небо. Голуби живут. Гнезда голубиные. Падает свет или шутка, и И вот наш провал над уровнем моря 632 метра. Вот такой выход с провала. ногу и так далее. Что-то этого останется от этой чистоты природы и красоты. Бросили, На выходе нас встречает Остапушка. Они пошли на реставрацию памятника на месте дуэли Лермонтова. Знаменитые львы. Когда город по воле авторов посетили отца Никита Воробьянина. Если бы Наш провал. не совесть и отдали деньги городу, то место дуэли украшала бы еще одна клумба. Конечно, если бы его герои действительно существовали. Все, до свидания, спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, до новых встреч.